Буквально 3 недели назад на этом канале вышло видео, в котором я поделился своим инвестиционным планом на ближайший год и рассказал вам, что предстоящий бычий цикл полностью будет зависеть от денежно-кредитной политики ФРС. Ведь как только Пауэлл снизит процентные ставки, это запустит печатный станок и наполнит рынок ликвидностью. За счет чего еще тогда в конце июня я вас предупредил, что рост рынка это лишь вопрос времени. И это время действительно пришло. Да, ставки пока не снизили, но когда каждый понимает, что все идет к первому понижению уже в сентябре, упускать такую отличную возможность для покупки никто не хочет. И мы также не хотели. Поэтому буквально за 10 дней, когда биткоин стоил 107 тысяч, эфир 2500, XRP 2,2 доллара, Solana 149, а XLM всего 24 цента, мы выпустили ролик с лучшим портфелем на этот цикл роста альтов, который уже показал рост. Но если отмотать время на 4 месяца назад, то у нас выходило видео, в котором я показал дно коррекции апреля. И лично тогда я покупал эфир на 20 тысяч, а также Solana на уровне 102 доллара. Все эти прошлые видео я вам показываю не просто так. Это делается для того, чтобы на основе ретроспективного анализа оценить, насколько мое видение картины рынка совпало с тем, что происходит сейчас. А также это поможет нам сформировать прогноз на будущее и оценить реальные шансы продолжения роста, учитывая ключевые положительные и негативные факторы. В сегодняшнем видео я бы хотел поговорить о нескольких важных вопросах, поэтому разобью его на две половины. В первой я вам расскажу, почему я считаю, что классического альтсезона, который был раньше, не будет, а также почему с начала 2025 года я делаю ставку на фундаментал. Также мы обсудим, в какой стадии сейчас находится крипторынок, будет ли его движение совпадать с фазами альтсезона, как это было раньше, и отвечу на вопрос, будет ли коррекция. Вторая половина будет не менее интересна, потому что мы обсудим, чего ждать от рынка в будущем и какой стратегии стоит придерживаться. Ведь в ближайшие 12 месяцев в центре внимания будет ставка ФРС, высокие тарифы с угрозой роста инфляции и выборы в Сенат в следующем году, на которые Трамп делает большую ставку. И он будет делать все, чтобы рынки были зеленые, ведь только так республиканцы смогут победить. Поэтому поговорим о том, как это отразится на криптовалюте. Также для меня важно услышать ваше мнение. Что вы думаете о движении рынка? Чего вы ожидаете? Какие прогнозы и перспективы видите? Давайте все это продолжим обсуждать в комментариях. Ведь я думаю, вам также будет интересно узнать мнение других инвесторов. А за комментарий можно еще и получить 10 долларов, как вот этот пользователь. Для этого нужно просто написать комментарий, и если вы еще будете подписаны на наш Telegram, вы получите дополнительных 10 долларов. Так что всем приятного просмотра, обязательно поддержите видео лайком, и давайте в честь такого активного роста рынка наберем как можно больше лайков, чтобы новые ролики выходили намного чаще. А вы на канале Coin22, мы начинаем. Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас очень интересное видео, где я поделюсь своими мыслями и прогнозами по крипторынку. Ведь сейчас, когда все растет, это максимально актуально. Но также напоминаю, что у нас есть Telegram, где мы всегда на связи, делимся важной информацией, публикуем самые свежие новости, и наши редакторы следят за тем, чтобы не было спама постов каждый час. Вся информация фильтруется и проверяется, чтобы вы не тратили на это свое время. И недавно у нас вышел список американских альткоинов, которые соответствуют стандарту ISO для финансовой системы. И они находятся в первых рядах для принятия банками. Поэтому, чтобы узнать, что это за монеты, переходите и подписывайтесь. Сперва давайте разберем, как мы пришли к этой точке рынка, на которой мы сейчас находимся. В начале 2025 у нас вышел прогноз на год, в котором я разбирал главные нарративы и катализаторы, от которых должно было зависеть движение рынка. Главных факторов было несколько, и они актуальны по сегодняшний день. Прежде всего, это процентные ставки ФРС. В конце прошлого года инфляция снижалась, и это неизбежно вело, и сейчас ведет к тому, что Пауэлл снизит ставки. Низкие ставки – это зеленый сигнал для криптовалюты. Я неоднократно показывал пример с 2020 годом, а также с прошлым, когда в сентябре ФРС сделала первое снижение, и рынок пошел вверх. Второй нарратив был связан с прокриптовалютным правительством во главе с Трампом. С приходом Трампа отношение к крипте в США стало более лояльным. Ушел Генслер, пришли люди, которые за крипту, такие как Пол Аткинс, Дэвид Сакс, а также другие. Они поддерживают криптовалюту, продвигают криптозаконы, тем самым привлекают интерес к рынку. И третий ключевой фактор – это приток капитала от институционалов. Основная часть роста в 2025 году была связана с получением огромного капитала от фондов. Только в биткоин ETF отправили более 18 миллиардов долларов, а в эфир более 3,5 миллиардов с начала этого года. На эти три столпа я делал ставку на 25 год, и оглядываясь назад, эти прогнозы полностью оправдались, ведь рост после апрельского дна был основан именно на этих катализаторах. Конечно, были нюансы в виде торговой войны, которую обострял Трамп, из-за чего рост рынка остановился в конце января и возобновился только в начале лета. Это я разбирал и учитывал в наших прошлых видео. Из-за этого мое локальное видение рынка в будущем может меняться, и это нормально, учитывая, что условия на рынке также могут не совпадать с нашими предварительными прогнозами. И хороший инвестор должен уметь адаптироваться в той ситуации, которой изначально в прогнозе не было, но при этом держать в голове долгосрочные цели и проводить фундаментальный анализ минимум на полгода вперед. И как вы видите, именно те нарративы, которые мы разобрали в начале 2025 года, привели рынок туда, где он сейчас находится. Но все же остается много вопросов. Сейчас есть слухи о том, что похоже мы стоим на пороге настоящего альтсезона. И все, что сейчас происходит на рынке, только подтверждает это. Давайте разбираться. Из биткоина постепенно уходит капитал, и параллельно с этим капитализация альтов без учета биткоина подскочила до уровня 1,5 триллиона. Это ключевое
сопротивления, которое в последний раз тестировалось в январе 2025 года. И есть основания полагать, что если мы закроем месяц выше 1,5 триллиона, это будет самое сильное закрытие в истории альткоинов. А дальше открывается дорога на пробой уровня 1,7 триллионов, что станет новым максимальным диапазоном. Некоторые аналитики уже открыто говорят о цели в 5 триллионов, что дает потенциал роста более чем в 4 раза от текущих уровней. И знаете, что важно? Ликвидность есть. Балансы стейблкоинов на Binance достигли 31 миллиарда, а это означает, что деньги ждут момент для входа в рынок. Только за последние 7 дней на Binance и HTX пришло почти 1,7 миллиардов стейблкоинов, а на деривативы свыше 2 миллиардов. Институционалы активизируются, Тезер печатает новые объемы, а рынок жадно их впитывает. И сейчас на рынке формируется новая фаза. На фоне этого давления киты начали выводить биткоин. Депозиты снизились на 2,2 миллиарда. Это снижение давления на продажу биткоина для перераспределения капитала в сторону альтов. И судя по динамике, именно это сейчас и происходит. Особенно интересно то, что большая часть альткоинов, кроме эфира, все еще находится в ранней фазе роста. По мнению многих трейдеров, мы сейчас как раз таки в той точке, когда рынок выходит из длительной консолидации и готовится к вертикальному росту, той самой фазе, где и происходят главные иксы. Индекс альтсезона начал просыпаться. 30-дневный индикатор пробил отметку в 75. Это ранний сигнал, что капитал начинает постепенно перетекать в альты. Но вот показатель за 2 месяца пока слабый, а значит времени, чтобы войти в рынок, становится все меньше. Но вопрос, началась ли третья фаза альтсезона? Друзья, скажу так, сейчас еще не началась даже вторая фаза. Во-первых, давайте обозначим, что распределение капитала не всегда идет строго по этой схеме, когда сначала из биткоина перетекает в эфир, дальше деньги идут в альты, а заканчивается все ростом любых монет. Сейчас не 21 и не 17 год. Выбрать монету пальцем в небо, купить ее на $100 и сделать иксы уже не получится. В данной ситуации условия на рынке изменились. И ранее я рассказывал, что из-за такого огромного количества монет каждый токен физически не может получить столько денег, чтобы вырасти на сотни процентов вверх. И поэтому я не просто так вот в этом видео делал акцент на фундаментальные монеты. Если вы посмотрите на то, какие альты сейчас растут, то в лидерах роста вы увидите базовые монеты, а именно эфир, XRP, Solana, ADA, Link, все то, что я советовал накапливать. Да, сейчас очень много обсуждений, что альтсезон идет полным ходом и приближается к третьей фазе, но доминирование биткоина по-прежнему высокое. И наложив эту схему на текущий рынок, я могу сказать, что мы только на старте. На данный момент слишком много денег сконцентрировано в биткоине, а все потому, что его напрямую покупают фонды, а вот у мелких монет такой сильной поддержки нет, из-за чего они сейчас явно отстают. На самом деле это нормально, просто если вы задаетесь вопросом, а что будет расти и что стоит покупать, отталкивайтесь от того, что будут покупать большие компании, фонды, на какие монеты скоро запустят ETF, а также кто имеет самый большой потенциал роста, когда начнется смягчение денежно-кредитной политики ФРС. Конечно же, все эти прогнозы и фундаментальные факторы непосредственно были учтены аналитиками нашей подписки Coin22 Pro. Еще с начала года мы помогали всем участникам собирать портфели, которые на сегодняшний день принесли более 170% профита. И на таком рынке это далеко не предел. Кроме пассивного инвестирования, мы также уделяем время трейдингу, довольно сложному направлению, особенно для новичков, но за счет обучения на практике, сопровождения и поддержки, даже начинающие трейдеры показывают хороший результат на старте. Например, на этой неделе мы активно лонговали Solana и фиксировали по ней прибыльные сделки. В подписке Pro вы всегда найдете возможность зарабатывать даже на падении, и это мы доказываем уже на протяжении более 2 лет. Поэтому все, кому нравится наш анализ, наше видение рынка, и у вас есть желание получать подробную информацию для заработка на крипторынке, напишите нам по ссылке в описании. Еще сегодня крайне необходимо разобрать 3 новых криптозакона, которые на днях были приняты Палатой представителей. Да, несмотря на крики демократов про коррупцию и конфликт интересов, республиканцы проталкивают свои криптоинициативы и делают это очень уверенно. Речь идет о законе Clarity. Он наконец-то создает рыночную структуру для цифровых активов. За него проголосовало 294 члена Палаты. Второй закон Genius. Это уже про стейблкоины. Его поддержали аж 308 законодателей. Ну и третий закон против цифрового доллара от ФРС, так называемый CBDC. Да, республиканцы прямо запрещают разработку CBDC в США. За него, кстати, минимальная поддержка со стороны демократов. Только 219 голосов за. По факту все эти законы направлены на поддержку крипторынков США. Ведь четкие правила регулирования криптовалюты и стейблкоинов — это еще одна причина покупки для американских инвесторов, а также фондов. Все это часть плана криптонедели от республиканцев, приуроченного к заявлению Трампа о том, что он хочет быстро реализовать свою криптовалютную программу. Тем временем демократы, мягко говоря, в шоке. Ведь они считают, что республиканцы якобы ставят под угрозу финансовую стабильность, как это было в 2008 году. Также звучат обвинения в коррупции и конфликтах интересов. Конечно же, такая реакция связана с токеном Трампа, на котором его семья заработала несколько миллиардов долларов. Именно поэтому демократы не хотели поддерживать эти законопроекты, но у меньшинства спрашивать не будут. А вот в криптоиндустрии эти законопроекты назвали историческими для всего рынка. Также под конец недели появилась информация о том, что Трамп готовится открыть пенсионный рынок США объемом в 9 триллионов долларов для инвестиций в золото, частный капитал и, что самое главное, в криптовалюту. Но что это значит и какое влияние окажет на рынок? По информации Financial
Financial Times, администрация готовит президентский указ, который разрешит инвестировать эти пенсионные накопления в криптовалюту, а также в золото и другие альтернативные активы. Это настоящая революция для Америки, где традиционно пенсионные деньги шли только в акции, облигации и другие более надежные активы. Но теперь игра меняется. Если этот указ будет подписан, то федеральным регуляторам придется переписывать правила, которые до сих пор ограничивали любые криптовалютные инвестиции в рамках пенсионных планов. И это может означать легализацию прямого владения биткоином, а также вложение в ETF на крипту и, конечно же, поддержку блокчейн-компаний. Партнер венчурной компании Dragonfly Амар Канджи уже назвал это событие крупнейшим открытием для всей цифровой индустрии. Он прямо говорит, даже если всего 1% от пенсионных денег пойдет в крипту, то это плюс 90 миллиардов долларов. Это сопоставимо с целыми циклами роста. Также Белый дом рассматривает освобождение от налога на мелкие криптотранзакции. Да, то самое правило, из-за которого сегодня даже покупка кофе за USDT или биткоин считается налогооблагаемым событием. И Трамп хочет, чтобы сумма транзакций меньше $200 не подвергалась снятию налогов. То есть можно использовать биткоин как нормальное платежное средство без всяких налогов. Пресс-секретарь Белого дома уже официально подтвердила, что такая мера рассматривается. И если ее примут, то это будет даже сильнее, чем закон о стейблкоинах. И вот теперь подумайте. Трамп убирает налоги на повседневные криптопокупки, пускает в рынок пенсионные триллионы, а также есть планы полностью убрать налоги на получение дохода от криптовалюты и легализирует прямое владение биткоином. Это сильная поддержка для криптовалюты, но здесь нужно понимать, что все только на этапе планирования. Следовательно, чтобы мы увидели готовый законопроект, должно пройти время, и проголосуют ли за него, также пока не ясно. Но как положительная новость, все равно хорошо сейчас отражается на рынке. Также в этом месяце общая капитализация крипторынка пробила рекордные 4 триллиона долларов, а доминирование биткоина упало до уровня 61,5%. Это минимальное значение с апреля. И вот самый главный вопрос, который сейчас должен волновать абсолютно каждого, кто держит альты, которые сейчас в плюсе, а стоит ли их продавать. На самом деле те, кто зашел в альты еще в июне, или по нашим рекомендациям на дне в апреле, сейчас находятся в плюсе. Total 2 это капитализация рынка альтов, с тех пор подскочила на 44% и пробила уровень 1,5 триллиона. Это мощное движение, и оно было не случайным. По данным Glassnode, индикатор альтсезона сработал еще 9 июля, прямо указывая на приток ликвидности в эфириуме альты. В это время увеличивались балансы стейблкоинов, и все это говорило о начале новой фазы перераспределения капитала. Далее индекс альтсезона. Это один из самых простых, но при этом надежных индикаторов. Сейчас он на уровне 49, но как только он приближается к зоне от 70 до 100, то это сигнал к тому, что большая часть альтов из топ-100 находится на максимальных уровнях. Сейчас он и близко не на этих значениях, а соответственно прежде чем говорить о продаже, нам стоит задуматься о покупке. Но есть и теханализ Total 3, то есть капитализация всех альтов, кроме биткоина и эфира. Например, аналитик Питер Бранд сообщил о формировании фигуры чаша с ручкой, а это уже бычий паттерн, цель которого 2 триллиона долларов по Total 3. Именно на этих уровнях, по мнению многих трейдеров, стоит серьезно задуматься о выходе из альтов. Есть и те, кто ориентируется на капитальные циклы рынка. По мнению аналитиков, сейчас мы вошли во вторую фазу четырехфазного цикла альтов. Но ранее я сказал, что даже учитывая последний рост альтов, мы все равно находимся на первой стадии, примерно между первой и второй. Да, рост биткоина замедлился, а альты тем временем фиксируют рост, но доминирование все равно остается высоким. И соответственно, когда доминирование находится на высоких уровнях, значит капитал не собирается выходить из биткоина, и он не идет в альты. В июле доминирование упало с уровня 65,5 до уровня 61%, и это самое большое падение, начиная с ноября. По статистике прошлых циклов, активный рост альтов продолжался до тех пор, пока доминирование биткоина не опускалось в зону 50%, то есть время и потенциал роста для альтов еще есть. Стоит ли выходить уже сейчас? Конечно же нет. Друзья, рынок только начинает просыпаться, и мы даже не на полпути к тем максимальным уровням, которые мы можем увидеть в следующем году. Опять-таки мы говорим про биткоин и фундаментал. Мой прогноз на ближайшие полгода заключается в следующем. Сейчас экономика США полностью находится в руках Трампа и частично ФРС, которая держит ставки на высоком уровне. Что нужно Трампу? В следующем году в Сенате пройдут выборы, на которых республиканцам крайне важно получить большинство, чтобы проталкивать различные законопроекты, как они это делают сейчас. Лучший способ получить голоса – это сделать рынки зелеными. Когда все хорошо и рынки зеленые, сразу идет доверие к текущему правительству. Ну а как это сделать? Элементарно просто. Трамп уже который месяц давит на Пауэлла, чтобы он снизил ставки, ведь это будет стимулировать экономику, а также акции и крипту. Но Пауэлл пока этого не делает из-за угрозы роста инфляции, ведь уже с начала августа начнут действовать тарифы Трампа. Да, возможно, он их перенесет, но тем не менее, нужны низкие ставки. И перед выборами у Трампа появится шанс запампить рынки настолько, насколько ему нужно, потому что в мае заканчивается каденция Пауэлла, и со 100% вероятностью ФРС придет марионетка республиканцев, как, например, Бессент, и он будет делать со ставкой то, что скажет Трамп, и ФРС напечатает столько денег, сколько нужно, чтобы покрыть все свои расходы. Само собой, это подорвет доверие к доллару. Он упадет, капитал пойдет в рискованные активы, в том числе в биткоин, и США будет стоять на пороге роста инфляции, как после 2020 года. Но до этого Трамп выиграет выборы и будет ждать окончания своего срока. А вот кто будет разбираться с высокой инфляцией, это уже следующий вопрос и тема для отдельного ролика. Таким образом, наша задача накопить как можно больше биткоина и фундаментальных монет перед тем, как начнут вливать реальные деньги в систему. Если вы спросите, будут ли в ближайшее время
время отката рынка? Конечно же да. Это естественный процесс для рынка. И именно это нам стоит использовать для накопления. И, друзья, любой предстоящий откат станет вашей возможностью заработать в этом широком бычьем рыночном цикле. Интересно, какие комментарии по этому поводу есть у вас. Обязательно пишите свое мнение и прогнозы. Очень интересно будет почитать. Тем более я стараюсь отвечать всем. Так что пишите, задавайте вопросы, подписывайтесь на Telegram, где есть самые свежие новости, жмите колокольчик, чтобы раньше всех смотреть новые видео. Не забывайте ставить лайк и скоро увидимся. Всем желаю удачи, до скорых встреч.